Приветствую всех, мои дорогие, рад вас видеть, рад всех приветствовать, всем добрый вечер, и у нас очередной традиционный прямой эфир с ответами на ваши вопросы. Как я и обещал, раз в 2 недели будем делать такого рода мероприятия. Дайте мне сейчас обратную связь, как меня видно и как меня слышно. Это уже по традиции. Оцените качество картинки и качество звука по шкале от 1 до 10, и я начну отвечать на ваши вопросы. У нас есть 2 толковых вопроса в телеграм-канале. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, если хотите быть в курсе анонсов, в том числе, чтобы вам приходили уведомления о наших прямых эфирах. Вам нужно подписаться на телеграм-канал и, конечно же, подписаться на этот канал. Но, как показывает опыт, не всем приходят уведомления о прямых эфирах. Поэтому, чтобы гарантированно получать эту информацию, подписывайтесь на телеграм-канал. Жду вашей обратной связи. По шкале от 1 до 10 оцените качество картинки и качество звука. И будем начинать. Добрый вечер, все отлично. 10 баллов. Эльвира, отлично. Хорошо. Эльвира, рад вас видеть. Рад вас видеть и рад вас приветствовать. Очень здорово. Видно, слышно, 10. Отлично. Мне наконец-то сегодня пришло уведомление. Ну, наверное, вы подписались и поставили колокольчик. Здравствуйте, 10. Вероника, рад приветствовать. Знакомые лица, это всегда радует. Хорошо, мои дорогие, можете готовить свои вопросы, можете их писать прямо здесь в чате, я буду зачитывать и отвечать. Но начну с вопросов, которые у нас есть в Телеграме. Михаил написал: как, где, при каких условиях вы отрабатывали и практиковали навыки и техники НЛП на начальном этапе, когда еще не владели ими на уровне несознательной компетентности? Интересует именно, как вы смогли свои знания и навыки перенести из осознанной в неосознанную компетентность. Где и с кем практиковали навыки и отрабатывали их? И как в жизни внедряете новые знания и навыки, чтобы получить максимальный эффект и результат. Спасибо вам. Вам спасибо, Михаил, за такой развернутый вопрос. Как, где и при каких условиях практиковали навыки НЛП? В первую очередь тренировал сам, когда изучал НЛП по книгам, когда изучал НЛП по каким-то материалам, аудиолекциям, аудиокнигам. Но могу сказать, что это был не самый такой прорывной эффект. Не самый прорывной эффект. Почему? Потому что саму себе сложно практиковать. Отвлекаешься, уведомления приходят, начинаешь думать о чем-то, еще что-то. Нету непосредственной среды для практики. Второй очень важный момент, как именно я практиковал. Я практиковал, если говорить уже прям такой, прям осознанный тренинг, это было на тренинге, да, когда я проходил второй раз в своей жизни тренинг НЛП практик. Там я уже на тренинг шел с таким осознанным желанием обучиться и внедрить. И я старался, когда был на тренинге, максимально участвовать во всех упражнениях. Если звали человека на демонстрацию, я выходил в качестве модели на демонстрацию. Если тренер давал задание работать в парах, я работал в парах. Если получалось сделать быстрее какое-то упражнение, я принимался делать его с другим участником, если оставалось время. Также я старался всегда ребят из группы подтянуть, созвониться, договориться, где-то встретиться и попрактиковать. Мы такие встречи организовывали. Да, не вся группа организовывалась, но 2-3 человека всегда из группы можно было найти. И я сознательно тратил на это время. Потому что если нету цели, у меня была цель. У меня была цель максимально напрактиковаться. Ну и дальше, так как я, когда учился уже на НЛП практике, я уже работал с людьми, уже проводил консультации как психолог, то я, естественно, тренировал это все на своих клиентах,
И, ну, правда, они не знали, что я тренируюсь. Ну, да, я узнал какую-то новую стратегию, и когда ко мне приходил человек на консультацию, я сразу внедрял ее на практике и получал хорошие результаты. Здесь, понимаете, вопрос о том, чтобы вы могли сознательно создать себе вот эту тренировочную среду. Чтобы создать тренировочную среду, нужно найти единомышленников. Единомышленников можно найти где? На обучении. Просто вот так в интернете их тяжело найти. Дома, наверное, тоже тяжело найти тех людей, кто захочет с вами потренироваться. Но на тренингах собираются единомышленники. Вот, кстати, у нас на курсе NLP практик, ссылка на который есть в описании к этому видео, у нас есть общий чат. Там уже под 50 человек. Все очень классные, осознанные люди. Даже вот Вероника у нас сегодня присутствует на трансляции. И я всегда рекомендую ученикам, участникам тренинговой программы писать в чате, объединяться. И многие пишут, у меня вот в такое-то время есть возможность потренироваться, кто хочет. Ну и, как правило, люди кооперируются и тренируют. Без вашей личной инициативы вы ничего не натренируете. В моем опыте это было так. Когда я был на тренинге, я старался максимально участвовать во всех отработках. И даже после тренинга я старался найти одного, двух, трех человек, с которыми бы я мог попрактиковать. И потом в дальнейшем, конечно, я уже тренировал это и с клиентами, и тренировал это, в принципе, сам с собой. Но когда мы тренируем сами с собой, здесь нужно тоже запланировать на это время. Вот если я планирую что-то сделать сам с собой, да, когда у меня нету никого под рукой, то я на это прям специально, сознательно планирую время. Не то, что, получится время, так займусь, а нет, так воткнусь куда-нибудь, не знаю, в ТикТок. Нет, так не работает. Работает, когда вы сознательно на это планируете время, и я думаю, что я достаточно развернуто ответил на ваш вопрос, Михаил. Хорошо, добрый вечер. Можно ли улучшить память с помощью НЛП? Я думаю, можно. Если да, то как? Смотрите, вам нужно, вот если вы, Светлана, понаблюдаете за собой, то наверняка вы заметите, что какие-то вы вещи хорошо запоминаете, а какие-то вещи тяжело запоминаете. Так вот, вам нужно найти те вещи, которые вы хорошо запоминаете, вспомнить их и постараться выявить свою стратегию, как у вас это происходит. Как у вас это происходит. Потому что у каждого человека запоминание происходит по-разному. Например, кто-то запоминает, к примеру, имена через проговаривание. Кто-то запоминает имена через ассоциации. Ну, допустим, я вижу незнакомого человека, мне, да, вот увидел какого-то человека, например, вас, Светлана, я увидел, и вы говорите: здравствуйте, меня зовут Светлана. У меня плохая память на имена. Что я делаю в этом случае? Во-первых, я сразу припоминаю, кто в моей карте реальности похож внешне на вас. И стараюсь найти такого человека, которого тоже будут звать Светлана. И у меня тогда организовывается ассоциация между вами и тем человеком, которого я уже знаю. Ну, это моя стратегия. Вам точно так же нужно выявить ваши успешные стратегии. Как именно вы запоминаете? Через аудиальный канал. Некоторые люди, чтобы что-то запомнить, им обязательно это нужно проговорить вслух. Некоторые люди записывают. Кстати, записывать здесь сразу два канала работают. И кинестетика, моторная память, когда мы пишем, и одновременно визуальная, когда мы видим то, что мы записали. И это тоже один из способов запоминания. И вам бы было хорошо изучить себя и понять, как именно у вас происходит процесс запоминания. Когда вы это поймете, вы сможете эту стратегию перенести уже на другие сферы жизни и в других моментах, и в других местах запоминать то, что вам нужно запоминать. Так, Вероника подтверждает, что у нас активный и живой чат и отзывчивые коллеги. Да, я вообще тащусь от нашего курса, потому что действительно приходят именно такие люди, с которыми классно и в кайф работать. Это прям
Если вы у нас на курсе учитесь, вы, во-первых, это подтвердите, а во-вторых, вам большое спасибо за то, что вы такие классные и крутые ребята собрались. Кто хочет поучиться у меня на моем курсе, у меня видеокурс. Там видеоуроки, но у нас есть живая обратная связь. Раз в месяц мы встречаемся для отработки практики, и постоянно есть обратная связь в чате. Причем обратная связь в чате уже сейчас происходит настолько интересно, что даже если бывают такие моменты, что я чем-то занят и не успеваю ответить участнику на его вопрос, который у него возник по какой-то технике. И бывает такое, что пока я нашел время добраться до чата, я обычно один раз в день 100% уделяю время, чтобы в чате поотвечать. Но бывает, когда я затягиваю, сами участники уже находят ответ между собой. Поэтому у нас там очень крутая компания. Хорошо. Ребят, сегодня мы работаем в формате вопросов и ответов. Пишите в чате свои вопросы. Даже если я его прямо сейчас не прочитал, то я обязательно его сегодня прочитаю в этом прямом эфире и обязательно на него отвечу. Будьте уверены. Я пока зачитаю один очень важный вопрос из Телеграма. Нам Ирена написала: как работать с ребенком 10 лет, у которого много страхов. Когда был маленький, боялся монстров и всегда видел их перед собой перед сном. Мы их отдаляли и уменьшали до размера точки, и страх прошел. Но 2 года назад, когда дети с мужем были на отдыхе, умер мой дедушка. Они узнали об этом на отдыхе, меня с ними не было. Это было поздно вечером, и в тот день он не мог уснуть без меня. С тех пор он меня просто не отпускает. Если я куда-то ухожу вечером, он не будет спать, пока я не приду. Перестал оставаться спать у бабушки, хоть она живет пару домов от нас. И он оставался у нее на выходные с самого маленького возраста. 2 года назад сказал, что боится, что когда меня с ним нету, может что-то случиться. А теперь не может объяснить этот страх. Говорит, что просто скучает. Ему это очень мешает, так как он, да, хочет оставаться у бабушки, но и приглашают его друзья с ночевкой к ним, и он заранее отказывается, хотя, да, хочет оставаться у друзей. Боится, что вечером ему опять будет грустно, и он захочет домой. Может, есть техника, с которой можно проработать этот страх. Вот такой большой, объемный вопрос от Ирены. И на самом деле важный вопрос. И вам большой респект вообще за то, что вы заботитесь о психологическом и о психическом здоровье своего сына, скорее всего. Если я правильно понял. Смотрите, Ирена, конечно, вам хочется, чтобы я вам дал какую-то простую технику, которую вы бы могли ее применить и помочь ребенку с этим справиться. И, возможно, я вам что-то сейчас подскажу. Но в первую очередь у меня напрашивается вопрос, почему вы, как мама, вы, скорее всего, мама этого ребенка, занимаетесь самолечением. Вот когда у вашего ребенка болит зуб, вы не берете там, я не знаю, пинцет, сверло, шуруповерт и не начинаете ему лечить зубы. Когда у вас у самой болят зубы, вы не берете инструменты, там, какие у вас есть подручные, и не лезете себе в челюсть со своими инструментами. Вы идете к профессионалу. Психика – это тоже важная часть нашей жизни, и есть такое понятие – психическое здоровье. Но мы почему-то с психическим здоровьем обращаемся очень, ну, скажем так, неответственно, и либо мы вообще им не занимаемся, и само пройдет, либо мы начинаем заниматься самолечением. Я не знаю, хорошо это или плохо. Самолечение – вещь хорошая, но когда у вас уже достаточный уровень осознанности. Но нужно еще понимать, когда в силах вы с этим справиться или не в силах. Вот смотрите, вы написали, что когда он боялся монстров, видел их, вы поработали с субмодальностями, да, вы их поудаляли, попревращали в точки, и это сработало. Это круто, вы большая умничка, что вы помогли своему ребенку. Я тоже со своей дочкой работал с субмодальностями, когда она боялась всяких монстров, всякие вот такие вот вещи, которые чудятся детям. Это очень хорошо работает, они очень хорошо визуализируют, и это очень хорошо помогает нейтрализовать вот эти все истории.
моя самая главная вам рекомендация – это найти хорошего детского психолога, и чтобы он поработал с вашим ребенком, чтобы ребенок какое-то время походил к психологу, может быть, вместе с вами, может быть, без вас. Там нужно понять в системе, как это произошло, и понять, как это именно в системе, какая у вас семья, из кого она состоит, какие есть элементы и так далее, и так далее, и так далее. Что еще? Если уже будете заниматься самостоятельно, вот вы говорите, что он не может описать этот страх. Я вам предлагаю то же самое поработать с субмодальностями и постараться сделать так, чтобы он на уровне субмодальностей, на уровне качеств ощущений мог вам свой страх, свое волнение или свою скуку, вот вы писали, что он будет по вам скучать, чтобы он смог описать. Во-первых, нужен хороший рапорт, нужно хорошее доверие. А во-вторых, нужно пробовать переключаться на другие субмодальности. Например, если он говорит «я боюсь», вы его попросите, чтобы он вам рассказал, где именно в теле он испытывает страх, как он проявляется, как он понимает, что он боится. То есть у него должны быть какие-то отправные сигналы, как он испытывает страх. И он вам начнет описывать, что у меня страх. Самый простой вопрос, задать вопрос, а где в теле ты его чувствуешь? Это, как правило, либо в животе, внизу живота, либо в груди, и он вам начнет его описывать именно в ощущениях. Потом вам нужно постараться с ним поиграть, опять же, в субмодальности, и все это нужно делать в формате игры. И попросить его, а вот если бы он имел какой-то вид, то как бы ты его мог представить? Да, вот есть хорошая техника, называется техника МИФ, где мы находим ощущение в теле той проблемы, которая у нас проявляется, например, страх, и описать внутри, а потом придать визуальную картинку и достать из своего тела. Достать и начать рассматривать. А потом очень сильно изменить в субмодальностях, превратить во что-то более ресурсное и поместить обратно в тело. Это очень будет хорошо работать. Попробуйте сделать технику МИФ. Шаги очень простые. Опиши ощущения в теле, потом визуализируй, как это может выглядеть, пофантазируй. Достань из тела, опиши, как выглядит, ну и так далее. Изменить. Волшебная палочка прилетает, изменили в субмодальностях, погрузили обратно в тело. Так можно проделать несколько раз, и это будет работать. Дальше. Если говорить уже в общем, то вам нужно тренировать в нем смелость и самостоятельность. Как это выглядит? Смотрите, вот уже в этом возрасте, 10 лет, может быть, чуть-чуть старше он станет, он уже начнет от вас сепарироваться. Он начнет, особенно у мальчиков, это очень ярко проявляется. Мальчики не хотят обниматься, целоваться с мамой, с папой, особенно на людях. Ну вот это значит, что у ребенка начался период, когда он дистанцируется от родителя, и это хороший период. Вам нужно позволить этому периоду пройти в том формате. Многие родители, кстати, не любят, когда дети их словно подменяют, когда ребенок, вот он обнимается, целуется, там все вот эти нежные кинестетические истории он проявляет, но в какой-то момент, особенно на людях, он перестает это проявлять. Это окей, это хорошо. Значит, он взрослеет, он начинает чувствовать себя самостоятельным. Особенно у мальчиков это очень сильно ярко выражено, со всеми кинестетическими проявлениями, особенно на людях. И вам нужно это как бы поддержать. Не хочет обниматься на людях? Окей. Здесь как раз-таки уже, если он становится достаточно взрослым и продолжает там, я метафорически скажу, грудь у вас требовать, метафорически, то здесь уже стоит задуматься. Здесь уже стоит задуматься и тренировать самостоятельность. То есть, чем больше он будет делать вещей самостоятельно, тем вам нужно его самостоятельность поощрять каким-то образом.
как минимум вербальным и невербальным, поддерживать на словах, там, поехал сам куда-то, сказать молодец, сделал что-то сам, не знаю, в первый раз яичницу приготовил, сказать молодец. Ну и вот эта вот история, она тоже будет вам помогать. Здесь планомерный процесс, потому что он в какой-то момент испытал тревогу сильную, да, вас не было рядом, и у него это запечатлилось. Также можете сделать, если чувствуете в себе силы, технику изменения личностной истории. Изменение личностной истории, там смысл в том, что нужно заякорить состояние, провести изначальную точку. Изначальную точку вы знаете, это когда у вас умер дедушка, и вас не было рядом, добавить там ресурсов и провести его вперед по линии времени. Достаточно сложная техника, ну, в плане ее не сделаешь за 5 минут, как с субмодальностями поработать, но там за час можно с этим поработать и научить его диссоциации, научить себя представлять со стороны. Ну, то есть там целый комплекс, целый процесс, который, если вы детально изучите, у нас, кстати, на канале на основном есть детальная эта техника, с детьми тоже хорошо работает. Можно это делать, если вы чувствуете в себе силы и у вас есть достаточный рапорт с ребенком. Ну, опять же, так как это ваш ребенок, мне кажется, будет тяжеловато отключиться от собственных переживаний и вести его именно как оператор. Как оператор. Поэтому вот такие вам рекомендации. Я вижу, что вы написали, вы написали, что вы ходили к психологу. Так. А где вы мне написали, что вы ходили к психологу? Я же только что видел уведомление. Так, или вы удалили? Я же только что видел, что приходило уведомление о том, что вы ходили к психологу. Ладно, значит, наверное, удалили. Но тем не менее. Так. А новичок не потеряется среди гуру в чате. У нас нету новичков и гуру. У нас нету такого подразделения. У нас все одного уровня. Кто-то раньше начал изучать, кто-то позже. И я не гуру, и вы не гуру. Никто не гуру. Нету гуру. Кто-то лучше понимает одну тему, кто-то лучше понимает другую тему. Поэтому здесь не нужно ставить себя ниже других. Это вообще плохая привычка ставить себя ниже других. Почему вы изначально заходите в позицию, где вы считаете, что там будут какие-то гуру? У нас курс бессрочный. Просто кто-то начал его учить там в августе, кто-то начал в сентябре, а кто-то вот сейчас в октябре добавился. Поэтому не надо стесняться этого. Нужно заходить и учиться. Чем раньше начнете, тем быстрее закончите. И тем более, если уже вопрос зашел за гуру, да, у нас есть люди, которые профессиональные психологи в чате, и я считаю, что это плюс. Вы находитесь в среде профессионалов, и это очень круто. И это очень круто, и это очень ресурсно. И опять же, если вы хотите лучших результатов достигать, нужно тренироваться с теми, кто, более успешен в этом процессе, чем вы. Вот у меня прям есть хорошая метафора. Я в этом году начал тренироваться мотоспортом, заниматься, эндуро начал заниматься. И я ходил на тренировки, у меня был слабый навык, но мне очень сильно хотелось, мне очень сильно нравилось, и окей. А потом однажды я попал на тренировку, и там был еще один парень, который уже очень давно ездит, очень давно занимается, и у него прям очень хороший темп, очень хорошая скорость, и я постоянно отставал. И для меня были 2 часа тренировки, это была каторга. То есть, когда я с ним тренировался, он с тренером, они ехали очень интенсивно, очень быстро. И я просто вот так вот ездил, и это было что-то. Это было ровно 2 тренировки. А на 3-ю тренировку я уже стал ехать с ними в одном темпе. Если бы я продолжал заниматься, скажем так, с людьми, которые не интенсивно едут, я бы до сих пор ездил не интенсивно. Поэтому здесь вот этот вопрос, он такой. Так, можно ли улучшить память? Ответил. Так, если в НЛП практики при панических атаках? Иду сначала, нужно понять причину атаки. Можно... Смотрите, Руслан, можно искать причину атаки,
и нужно ее искать, нужно ее прорабатывать, нужно для этого техники изменения личностной истории, о которой я уже говорил сегодня, техника реимпринтинг, если это было в детстве. Также техника очень хорошо работает визуально-кинестетическая диссоциация, либо двойная диссоциация. Именно проработать. Если вы знаете тот момент, когда у вас образовалось это проявление, это паническая атака, то вот эти три техники, они вам очень сильно хорошо помогут. Также еще, продолжая отвечать на вопрос для Ирены, вам еще поможет техника коллапс якорей с вашим ребенком. То есть, если вы заякорите нересурсное состояние и найдете множество ресурсов и заякорите ресурсы, то с помощью коллапса якорей вы можете это все проделать, и это тоже будет давать эффект. Но так как у вас проблема усугубляется, понимаете, почему я говорю лучше с психологом? Обычно в такой деликатной ситуации грамотный психолог будет вообще изучать вашу семейную систему, будет изучать ваше общение с ребенком, будет изучать папино общение с ребенком, там бабушкино, и вообще все взаимодействие. Он, как правило, если нормальный психолог, он, если подойдет комплексно, он сначала с каждым из вас пообщается, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, ну, кто есть в семейной системе, поймет, что к чему, а потом уже даст, во-первых, вам рекомендации какие-то, что вы можете улучшить, и уже потом будет конкретно работать с ребенком. Вот я об этом имел в виду, почему лучше пойти сразу. Так, Руслана, надеюсь, ответил на вопрос про панические атаки. Светлана написала: благодарю за ответ. Это был ответ про память, про стратегии. Так, про новичка ответил тоже. Очень хочется разбираться дальше. Ваши бесплатные видеоматериалы пересмотрела, некоторые уже не один раз. Я не знаю, как вы успели. У нас на основном канале больше 250 видео, там уже, наверное, даже больше, 270, наверное. Как вы успели это все пересмотреть. Но поверьте мне, в платном курсе еще все структурнее, понятнее и интереснее. И больше обратной связи. Так, Ирена написала: были у психолога, но он не был готов с ней работать. Девочка, я понял. Просит, чтобы я ему помогла, так как помогла с монстрами. Сейчас учу курсы НЛП на иврите. Ирена, все, вспомнил вас. Спасибо за технику, обязательно с ним сделаю. Смотрите, Ирена, вот, запомните, техника изменения личностной истории, техника якорения, техника миф, и можете еще попробовать технику визуально-кинестетическая диссоциация, так как у вас есть ядро, то есть у вас есть психотравма, у вас есть момент, где это все образовалось, и вы можете ему помочь реально, вы можете ему помочь справиться с этой ситуацией. Так, здравствуйте, вы обучаете коучингу? Смотрите, сейчас я коучингу не обучаю, но в процессе. Я раньше обучал, сейчас временно не обучаю. Не буду объяснять причины, сейчас временно обучения коучингу нету, но оно скоро появится. Появится в первую очередь в формате видеокурса, там, где вы сами сможете конкретно разобраться. То есть тут вопрос, понимаете, вам нужен сертификат или вам нужны навыки. Если за навыками, то ко мне. Если за сертификатом, то в какое-нибудь другое место. Так, сегодня первый раз на эфире. Да, Black Off. Я вас видел на канале про коучинг, ваш комментарий. Так, у меня жуткий страх от мужа, который все запрещает. Хочу бизнесом заниматься. Ну, тут, знаете, много вариантов. Можно поменять мужа. Ну, я, конечно, сейчас шучу и утрирую, но если он вам все запрещает, то, мне кажется, вы в рабстве. Скорее всего, в таком, знаете, ментальном рабстве, умственном рабстве. Это грустно. Я, конечно, пошутил, что мужа надо поменять, но вам нужно поработать с личными границами, разобраться, что конкретно и почему вы так изначально себя ставите, что он имеет право вам что-то запрещать. Вот я, допустим, своей жене ничего не имею права запретить. И мне кажется, что семейные отношения – это взаимодействие, и муж и жена, там не бывает, что кто-то более главный, кто-то менее главный. Когда у нас есть дети, это понятно, что это иерархия, да, потому что какое-то время, лет там, до 15, 16, 18, мы несем за них ответственность, да, поэтому здесь все-таки нужно проявлять какую-то такую родительскую позицию и быть более, скажем так, доминирующим в каких-то вопросах. Но когда муж и жена – это равноправное взаимодействие двух людей,
где не я главный и где не ты главный. Единственное, что если вы в каких-то вопросах договорились, кто лучше компетентен, да, то здесь уже можно. Но это, опять же, все вопрос взаимодействия. Нужны и навыки, и сертификаты. У меня, ну, знаете, я по поводу сертификатов, у меня такой вопрос. Ну, мы что-нибудь сделаем, мы сделаем сертификационную программу по коучингу. Но просто здесь, понимаете, вопрос с сертификатами, он такой, я не знаю. Мне еще ни один клиент не спросил мой сертификат. Вот еще ни один из тех людей, который заплатил мне деньги за коучинг, не попросил показать ему мой сертификат. Поэтому, ладно, людям это нужно. Это нужно, наверное, хотя бы для себя, что да, я получил корочку, получил документ, окей, не буду спорить, согласен с вами, сертификат нужен. Ну, наверное, не в этом году, наверное, где-то после Нового года у нас появится сертификационная программа по коучингу. Пока это не в приоритете, скажем так, стоит, пока пользуйтесь тем, что есть. Ну, в любом случае, работаем в этом направлении. Хорошо, мои дорогие, можете задавать свои вопросы. У нас сегодня активно, у нас сегодня живо. Не забывайте, что у вас есть возможность по хорошей льготной стоимости попасть на видеокурс. Те, кто у нас сейчас в эфире находятся, наши участники видеокурса, можете подтвердить, что курс просто бомбический. Я просто, знаете, если стать на позицию участника, где-то в какой-то степени даже вам завидую, потому что когда я учился, когда я изучал, у меня не было такой возможности и такой программы. Вот я вам ссылочку сбросил. Можете заходить, добавляться и оплачивать и сразу приступать к обучению. Там очень круто, там очень ресурсно в плане обучения. Много чему научитесь, еще намного круче и структурнее, чем в открытых моих видеоуроках. Я на самом деле знаю, что у меня есть такое качество, я щедро всегда делюсь. Если у меня возникают даже вопросы в курсе не по теме, мы об этом не говорили, я всегда дам дополнительную информацию, если я ей обладаю. Мне в этом плане не жалко. Поэтому заходите, регистрируйтесь, оплачивайте, там очень доступная стоимость сейчас пока. Пока еще не все видеоуроки записал и выгрузил. Кстати, у нас есть хорошая новость, у нас сейчас курс уже переехал из площадки Telegram. Раньше у нас в Телеграме все материалы были. У некоторых пользователей подвисали видео, и у нас сейчас уже своя площадка, своя платформа, где все видеоуроки воспроизводятся из любой точки мира. Главное, чтобы у вас был интернет, где вы можете учиться. Также в курсе все видеоуроки, которые записаны, они есть и в аудиоформате, если вы любите там где-то в дороге слушать и все такое. В общем, поизучайте, поизучайте. Так, вы очень щедры на информацию. Спасибо, спасибо и вам. Black Off, я вам рекомендую, даже если вы будете развиваться в коучинге, сейчас зайдите на курс NLP практик. Вот очень рекомендую. Вы, во-первых, поймете себя. Во-вторых, вы лучше поймете свою нишу. То есть в NLP тоже огромное количество техник, которые эффективно работают в коучинге. И вам уже будет на коучинге учиться намного легче. Вам только саму коучинг-методологию, по большому счету, нужно будет подтянуть, и все, вы уже готовый коуч-профессионал, у которого будет и бэкграунд NLP, и бэкграунд коучинга. Многие люди, которые изучают коучинг изначально, они потом все равно идут добирать на курсы NLP, потому что немного не хватает многим коучам той базы, которая есть в коучинге. Поэтому милости прошу. Можете прямо сейчас перейти по ссылке, зарегистрироваться, проведете потом оплату и уже начнете учиться. И что еще вам будет хорошо, вы уже поймете, смотрите, каждому коучу нужно понять, с какими запросами он работает, с какими не работает. То есть какая-то ниша должна быть. И на этот процесс, пока коуч самоопределится как профессионал, обычно уходит очень много времени. Так вот, на курсе NLP практик вы уже начнете понимать с этим самоопределением. Хорошо, друзья, жду ваших вопросов. Можете задавать смело свои вопросы. Сегодня у нас живой эфир. Отвечаю на ваши вопросы, все вопросы, которые возникают, которые есть. Готов делиться своими знаниями, навыками, умениями. Чем смогу, как говорится, помогу, подскажу, что знаю сам и в чем компетентен.
Так, что я вам еще хотел сказать из такого организационного. У нас уже запланирован ламповый эфир номер 8. Ламповый эфир номер 8 у нас будет, знаете когда? 27 октября в 20:30. Ссылку я подкреплю в закрепленном комментарии к этому эфиру. И можете зайти, поставить себе уведомление и, соответственно, уже запланировать себе участие. И, друзья мои, чтобы эфиры были более наполненными, вот мы сегодня проводим 7-й эфир, вот вы прям под 7-м эфиром можете писать свои вопросы к следующему эфиру. Если вы вдруг смотрите в записи, опоздали или не успели сформулировать вопрос, к предыдущим эфирам задавайте вопросы, и на следующих эфирах будете получать на них ответы. Это важно, чтобы у нас была постоянная обратная связь, чтобы у нас... Я эти эфиры прямые делаю для того, чтобы у вас была возможность получить именно ту информацию, которую вы хотите иметь. Итак, друзья, жду ваших вопросов. Также не забывайте ставить лайки этой прямой трансляции, делиться этими эфирами со своими друзьями, подписываться на канал обязательно, чтобы не пропускать. И подписывайтесь на телеграм-канал в том числе, чтобы видеть анонсы всех наших мероприятий. У нас 3 канала. На основном канале у нас выходят регулярные ролики. На этом канале мы проводим эфиры. И у нас есть еще эфир для профессионалов, который называется «Про коучинг». Туда тоже можете подписываться, если вы считаете, что вы хотите в этом направлении развиваться. Да, тот канал про коучинг, он уже такой для экспертов, для профессионалов, кто хочет учиться или тот, кто уже умеет. Итак, хорошие мои, жду ваши вопросы. Так, я хочу в НЛП и в коучинг, хочу на этом зарабатывать. До этого занималась распаковкой личности, хочу выйти на нормальный доход. Ну, и почему вы еще не на нашем курсе НЛП? Для меня странно. Если вы хотите, то вот вам ссылка, получите. Регистрируйтесь, заходите и будем работать. Хочется делать быстро или очень быстро многие дела, которые делать не хочется. Например, из маркетинга. Как не саботировать? Скажите, а бывают навязанные ценности? Конечно, бывают навязанные ценности. Так, Эвелина, хочется делать быстро или очень быстро многие дела, которые делать не хочется. Например, из маркетинга. Как не саботировать? Сейчас отвечу на вопрос Эвелины. Ну, смотрите, нельзя быть экспертом и профессионалом во всем. В любом случае, если вы живой человек, будут вещи, которые вам легко даются, а будут вещи, которые вам даются нелегко. Будут вещи, которые вы любите делать, которые не любите. И здесь нужно провести такой, знаете, небольшой самоанализ, что у меня хорошо получается, что у меня нехорошо получается, и что мне приносит удовольствие, и что отнимает у меня энергию. И когда вы распределите все свои дела, вы найдете часть дел, которые можно делегировать. В любом случае, если вы, я немного вас знаю, мы с вами в личном формате работаем, и вы, во-первых, нужно к своей практике подходить как к бизнесу, а во-вторых, нужно искать какие-то вещи, которые вы сможете в какой-то степени делегировать. Это важно. И третий момент, что нужно искать нужно искать те вещи, которые приносят больший эффект. Вот те вещи, которые вам приносят больший эффект, их делать больше. А те вещи, которые не приносят эффекта, их прекратить вообще делать. Потому что если вам какие-то вещи не приносят эффекта, то зачем же их делать? Так, Вероника, бывают ли навязанные ценности? Да, бывают навязанные ценности. И, опять же, что значит навязанные? Если вообще как формируются у человека ценности изначально, да, они изначально формируются в нашей окружающей среде, обычно в молодом достаточно возрасте, от рождения там, и в той среде, условно говоря, где мы выросли. Ценности, они передаются, да, это... Что такое ценности? Это какой-то набор неписанных правил,
которые существуют в этом обществе. Ну, допустим, я не знаю, в Индии принято плевать, жевать там какую-то траву, которая чистит зубы, и плеваться. Да? А в Сингапуре, насколько я знаю, вообще даже, по-моему, жвачки запрещены. Вот две разных ценности. Где-то принято, а где-то не принято. И, соответственно, в какой среде человек вырос, такая ценность у него и будет, условно говоря, укоренившейся. Является эта ценность там, плевать или запрет на жвачки навязанный? В какой-то степени да, потому что это условие твоего выживания. Если ты хочешь жить в этом обществе, то ты будешь делать так, как делают большинство людей, как принято, как говорится, да. Это условие выживания. Но потом ты же можешь менять эти свои ценности, когда ты уже понимаешь, что от этого не зависит, условно говоря, твое выживание. Поэтому здесь вот нужно иметь в виду вот эти вещи. Очень часто ценности транслируются от родителей к детям, да, и здесь тоже нужно научиться их отслеживать. И в какой-то момент вы можете ценности изменить, да. Так, как вернуть радость и энергию? Раньше радовалась любой мелочи, а теперь все как-то ровно. Нет эмоций, не могу вспомнить, когда это началось. Угу. Хорошо. Рена, попробуйте, знаете, что сделать? Попробуйте вспомнить путь, как вы разучились радоваться. Ведь здесь тоже есть определенная стратегия. Вам не нужно вспомнить, когда это у вас произошло. Скорее всего, у вас это происходило постепенно. То есть это происходило у вас абсолютно не сразу. Происходило это у вас не сразу. И попробуйте найти вот этот путь, как вы разучались радоваться. Как вы разучались радоваться. Может быть, вы где-то стали слишком много ответственности брать. Это очень часто. Сравните себя, допустим, и детей. Да? Почему дети могут радоваться? Потому что у них меньше ответственности. Возможно, вы где-то чересчур много ответственности за какие-то вещи начинаете на себя брать, и у вас просто нет времени порадоваться. Но в конечном итоге вы можете лопнуть, если не будете проявлять эмоции. С другой стороны, любые эмоции, не обязательно радость, гнев, страх, отчаяние, их нужно проявлять, потому что если мы их не проявляем, они отражаются каким-то импульсом у нас на психосоматике. Мы не проявили гнев, там, не проявляли гнев 3 года, у нас позвоночник заклинило. Может такое быть, вполне себе может быть. И нужно просто постарайтесь вообще, знаете, есть люди, которые такие вот безэмоциональные, они как замороженные. У них нет никаких эмоций, ни хороших, ни плохих, никаких. Они их просто не проявляют. Очень сильно сдержанные, держат себя. Вот это держание себя, оно может довести до того, что в какой-то момент времени человек просто лопнет, да, пружина разожмется, как говорится. Поэтому, чтобы до этого не доводить, нужно позволить себе эмоции любые эмоции проявлять. Так, Вероника написала: спасибо большое, наверное, понравился ответ. Супер, рад, что ответил. Хорошо. Юрий, когда вы начали консультировать людей как НЛП-практик-мастер, у вас было психологическое образование? Нет, у меня не было еще тогда психологического образования. Я психологическое образование получил уже после того, как я стал заниматься психологическим консультированием. Ну, это моя стратегия, у меня так получается. Я сначала чем-то начинаю заниматься, потом начинаю получать образование. У нас, кстати, на видеокурсе NLP практик есть 4 стиля обучения, где есть активисты, мыслители, прагматики и кто-то там еще. Сейчас у меня просто не в голове. И каждый стиль обучающихся учится по-своему. Вот у меня стиль прагматик. Я сначала пробую, сначала делаю, потом уже начинаю получать академическое образование. И так у меня во всем в жизни. Ну, это у меня такой паттерн. У вас может быть другой паттерн. Здесь нужно понимать, как именно вы обучаетесь. Так, и ваше мнение насчет того, имеет ли значение наличие психологического образования, чтобы консультировать людей как НЛП-практик? Я считаю, что это желательно.
Это круто, когда оно у вас есть. Почему? Потому что, диплом ни на что не влияет. Влияет то, что у вас есть какая-то психологическая база, что вы почитали, познакомились с такой теорией, там, с психологией развития знакомы там с социальной психологией, знакомы с психологией личности, знакомы с общей психологией, с медицинской психологией, и так далее. С разными психологиями, в общем, вы знакомитесь, получая высшее психологическое образование. А потом, как вы уже работаете, это уже ваша воля. И, во всяком случае, чем хорошо психологическое образование, вы, во-первых, будете очень хорошо понимать, кого вам не нужно консультировать. Если у человека реально там какая-то уже не норма, скажем так, психологическая, вы сможете это откалибровать и дистанцироваться, и направить его уже к врачу-психиатру или психотерапевту. Это тоже очень важно, это тоже влияет на профессионализм. Но вы можете практиковать как НЛП-практик без психологического образования. Просто не надо брать там какие-то очень тяжелые случаи, например, там из кризисной психологии. Опять же, я не отговариваю, это если вы... Понимаете, есть многие люди, которые не имеют психологического образования, но они работают намного круче, чем дипломированные, там, не знаю, психологи с магистратурами и так далее. Тут же вопрос в том, как вы себя при этом чувствуете. Коуч то же самое, не подразумевает обязательно психологическое образование. Занимайтесь коучингом с помощью НЛП. Все. Я занимаюсь коучингом с помощью НЛП. Практикуете, делаете техники, и все у вас начинает получаться. Так, Ирена, вот страдаю болями в спине, свекровь меня называет снежной королевой. Видите, как срезонировало. Смотрите, пробуйте просто потихоньку начинать проявлять свои эмоции. Это очень круто, очень крутая практика, очень полезно. Почему многие люди, когда употребят немного алкоголя или много алкоголя, начинают себя вести не так, как они ведут себя в реальной жизни? Что делает алкоголь? Он снимает тормоза. Да? Люди становятся без тормозов и начинают себе разрешать говорить то, что они действительно думают, смеяться, плакать, и так далее, и так далее. Это просто такой, знаете, яркий пример, как один человек превращается из одного человека в другого в момент, да, под действием алкоголя. То же самое, можно не употреблять алкоголь, а просто разрешать себе проявлять те эмоции, которые вы считаете нужным проявлять. Так, Эвелина, большое спасибо за ответ, спасибо. Спасибо вам за ваш комментарий. Хорошо, мои дорогие, мои красавцы и красавчики. Поставьте плюсик, если вы услышали, что следующий ламповый эфир у нас будет 27 октября в 20:30 на этом канале по московскому времени. Поставьте плюсик, если вы меня услышали. И задавайте свои вопросы, буду рад вам поотвечать еще на те вопросы, которые вас реально волнуют, реально вас беспокоят, и постараюсь быть максимально для вас полезным в этом эфире, в этот момент времени. Так, мои дорогие, что еще важного? Если вы смотрите в записи, обязательно в комментариях к этому эфиру пишите свои вопросы, на которые я буду отвечать уже в следующем эфире 27 октября. Так, плюсики пошли. Это про меня, кажется, без сертификата. Смотрите, я начал заниматься коучингом и консультированием, и психологическим в том числе, еще не имея ни образования, ни сертификатов, ничего. У меня были знания, и у меня чесались руки применять это на практике. И у меня это достаточно хорошо получалось. Да, здесь, наверное, нужна какая-то еще смелость и разрешение себе. Что вот я разрешаю себе пробовать, практиковать. Когда я понял, что мне чего-то не хватает, то я пошел и добрал это образование. И это абсолютно не проблема. Я считаю, что не нужно упираться, ставить себе ограничитель в плане того, что у меня нет какого-то сертификата или у меня нет какого-то диплома. Просто если вы, не знаю, если вы художник, вы будете рисовать и днем, и ночью, и вам не нужен будет диплом художника. А если вы просто хотите, не знаю, какое-то академическое звание себе получить, то да, то это важно. Так, плюсики пошли.
Плюсики пошли. Как вы думаете, окно тревоги эффективно для работы с тревожностью в нынешней ситуации? Вот смотрите, Вероника, окно тревоги. Что это такое? Откуда эта техника? Я вот с этой методикой не знаком. Если вы мне дадите направление, может быть, вы говорите про дыхание по квадрату? Видите, если это про это, напишите. А вы работаете с клиентами с депрессией? Конечно, работаю. Сейчас человека без депрессии тяжело найти. Другой вопрос, как он понял, что у него депрессия. Если он почитал где-то какие-то признаки депрессии и сам себе решил, что это депрессия, это вообще вот прям классный клиент, с ним легко очень работать. Его просто нужно убедить в том, что у него депрессии нет, и он очень быстро исцеляется. Я работал, у меня был такой случай, один прикольный. Пришла женщина на консультацию, она уже такая достаточно взрослая, там что-то около 50 лет ей было. И знаете, как началась консультация? Она говорит: Юрий, мне вот вас порекомендовали. Ну, она сначала договорилась, там все, мы встретились. Она говорит: Юрий, ну вот мы видите, я не знаю, как мне начать, с чего начать. Я не знаю вообще, можно ли с этой болезнью справиться и как с этим быть, и что с этим делать. А я уже, ну, знаете, я там уже начал себе, не знаю, придумывать, что, не знаю, онкология, может, у нее или еще что-то. Я говорю: а что с вами, можете сказать? Она говорит: у меня депрессия. Я говорю: хорошо, а как вы это поняли? Как вы об этом узнали? Она говорит: ну, у меня там 8 лет назад были там события, там у нее бизнес, она банкротилась, и, в общем, были тяжелые жизненные обстоятельства, и она сходила к какому-то специалисту, и тот ей неаккуратно сказал, что у нее депрессия. Более того, еще порекомендовал употреблять антидепрессанты какие-то. Не знаю, я же не доктор, я не разбираюсь в них. На что она отреагировала. Она начала принимать эти какие-то... Там какие-то легкие были таблетки. Ну, суть не в этом. Суть в том, что она попила эти таблетки, это ей не помогало. И вот она 8 лет думала, что у нее депрессия. И так как она про депрессию читала, она находила в себе эти признаки, и она этим самым сама себя убеждала и усиливала. Это, знаете, как есть у медиков болезнь 3-го курса называется, когда студенты-медики учатся, изучают разные заболевания, они начинают симптомы этих заболеваний находить у себя и как будто бы болеть. Есть такое, вот кто на медика учился, тот знает. Так вот, когда мы начали с ней разбираться, она, естественно, больше нигде не наблюдалась, у нее там уже все эти проблемы закончились, и буквально за 2 наших встречи мне удалось ее разубедить в том, что у нее депрессия. И там у нее, знаете, как интересно все... Да, был тяжелый жизненный период, и она на этом тяжелом жизненном периоде, она еще и загремела в какую-то, ну, типа секту. Не помню название там, но суть не в этом. Там с нее тоже деньги тянули, и буквально вот за 2 сессии мне удалось ей помочь разубедиться в том, что у нее нет депрессии. И человек вот прям буквально на глазах изменился. Вот. К чему я начал это все рассказывать? К тому, что очень многие люди начитаются про депрессию, ставят себе сами диагноз, и потом начинают этот диагноз испытывать. Это самый интересный легкий случай, с которым тоже достаточно интересно работать. Но бывает действительно у человека депрессия. Тогда нужно, да, работать уже прям стремительно и долго. Как правило, не меньше, чем полгода. Так. Вероника, выделяешь себе время, допустим, 30 минут прямо по будильнику и максимально позволяешь себе и своей тревоге быть, но после этого прям переключаешься и направляешь свою энергию в другие дела. Ну, я думаю, да, ну, смотрите,
Вероника, мы же с вами знакомы, вы у нас на курсе учитесь. Вы мне бросьте ссылку, где вы про эту методику знаете, откуда вы про нее знаете, и я изучу, и тогда вам более детальный дам ответ. Я думаю, что можно, а почему нет? Знаете, методик очень много существует, за ними, за всеми не угонишься, и не сможешь ты просто все знать, чтобы вот так вот прямо. Это надо быть ходячей энциклопедией. Но если я стану ходячей энциклопедией, я стану плохим практиком. Поэтому на вопросы на все смогу ответить, а практиковать эффективно не смогу. Я выбираю больше, мой выбор больше в сторону практики. Так, у меня расфокус, не могу определиться с направлением. Коучинг, НЛП, традиционный бизнес, открытие чего-то. Я хочу бизнес и коучинг, но не могу определиться, куда идти. Знаете, такой сразу не коучинговый совет. Так сделайте коучинговый бизнес. Пусть вашим бизнесом будет коучинг. Это я сейчас шучу, но просто задумайтесь над этим. Может быть, если у вас такой расфокус, можно все это объединить в одно. Потому что бизнес, коучинг и любое консультирование – это тоже бизнес, да, во всяком случае нужно так подходить, иначе ты просто будешь телепаться от случая к случаю. Здесь нужно выстраивать систему. Если вы чувствуете в себе потенциал, попробуйте выстроить коучинговый бизнес эффективный, чтобы у вас был регулярный поток клиентов. Может быть, у вас появятся исполнители, да, ваши коучи, которые будут работать с клиентами, ну и так далее. Может быть, это ваше, наоборот, не расфокус, а все соединяется в единое целое. Я же вас не знаю, мы вот с вами только в комментариях впервые общаемся. Можно ли совместить коучинг и традиционный бизнес? Да, можно. Я могу так сказать, что вот я многие группы коучинга обучал и сам учился коучингу. Я могу так сказать, что вот такими прям практикующими коучами это 10% становится. То есть, если вот группа 30 человек, то вот 3-4 человека становятся прям вот такими матерыми коучами, которые полностью посвятили себя в коучинг, только за счет этого живут, этим зарабатывают и вот просто круглосуточно этим занимаются. Все остальные люди, кто-то учится просто для себя, чтобы улучшить свою коммуникацию, свое отношение с людьми, там, в семье, в бизнесе. Кто-то учится для того, чтобы лучше работать со своими командами, а кто-то просто получает дополнительную специальность, продолжает работать или заниматься тем, чем он занимается, но еще параллельно, не то чтобы как хобби, а имеет дополнительную возможность, специальность и занимается еще и оказанием коучинговых услуг. То есть здесь вариантов вообще огромное. То есть здесь важно же еще понять пропорции, в каких пропорциях именно вам будет комфортно этим заниматься. Так, Марина написала: Юра, благодарю за прекрасный эфир, вы ответили даже на те вопросы, которые я тоже хотела задать. Но вот еще вопрос. Год назад от коронавируса погиб человек из моего окружения. Как пережить боль? Смотрите, я могу вам сказать, есть одна хорошая новость, вам осталось мучиться недолго. В среднем мы боль утраты переживаем и осознаем где-то за 1,5 года. Где-то за 1,5 года вот душевная боль, она начинает уходить. Почему так происходит? Смотрите, когда мы общаемся с каким-то человеком, у нас есть определенные отпечатки в памяти об этом человеке. Вот мы его видим, мы слышим его голос, мы общаемся с ним. И у нас в сознании есть уже устойчивое убеждение о том, что вот этот человек в нашей жизни есть. Что вот он просто где-то есть. Мы всегда знаем, что он есть. И у нас вот этих внутренних ментальных отпечатков очень много. Вот прям очень много. И когда человек вдруг уходит в другой мир, да, то есть перестает быть с нами, нашему сознанию, нашей психике тяжело справиться и осознать то, что этого человека уже нет и его не будет. То есть у нас там начинают сны всякие сниться, что он не умер, а на самом деле жив, и так далее. Вот. И даже, может быть, не только сны, а вообще нам может казаться, что он как будто вот он еще есть, как будто он присутствует, потому что очень много системных привычек, связанных с этим человеком, существует, да, которые, они уже просто сформировались. И работа с психологом очень поможет осознать, что этого человека уже нет. Вот
мы вроде как сознательно понимаем, что этот человек нет, но бессознательное наше как будто бы продолжает думать, что этот человек еще есть. Поэтому нам тяжело. И вот эти две реальности, условно говоря, наше сознательное с бессознательным начинают конфликтовать, и у нас появляется то, что мы называем боль утраты, да, вот это вот переживание. Поэтому если ничего с этим не делать, где-то в среднем за год-полтора у людей это проходит. Если работать с психологом, то это пройдет быстрее. Вам будет просто легче пережить. Да банально, хотя бы потому, что у вас будет другой человек, который, во-первых, компетентен, а во-вторых, понимает вашу боль утраты. Обычно специалисты, которые этими случаями занимаются, они называются кризисные психологи. Да, есть такой раздел «Кризисная психология». Они работают с последствиями техногенных катастроф, изнасилований, военных действий, утраты близкого, ну и так далее, и так далее. Это отдельное вообще прям большое направление психологии. Я в некоторых случаях с этим тоже работаю, но не считаю себя прям специалистом по кризисной психологии. Поэтому вот такой мой ответ будет на ваш вопрос. Вероника, это методика из КПТ. Вот, ответьте, из КПТ или не из КПТ. Юрий, был ли у вас опыт ведения дневника чувств? То есть вписывать каждый день, что происходит, события, какие убеждения при этом возникают? Нет, вот знаете, у меня лично не было. У меня был опыт ведения дневника эмоций, где ты раз в час записываешь, какую эмоцию ты испытываешь. Это был интересный опыт, чтобы понять вообще в течение дня, в течение суток, какие эмоции ты испытываешь и в каких случаях. Видите ли, Эльвира, дело в том, что вот этих методик, дневников, их тоже огромное количество. Иногда я даже сам могу придумать какой-нибудь дневник. Это тоже практически хорошо применяется и в практике хорошо работает. Поэтому вот то, что написали конкретно вы, я это не использовал, и поэтому не могу вам что-то дать. Ну вот дневник эмоций я вел, несколько дней вел, и самое главное осознание было у меня такое, что большую часть времени я все-таки использую какие-то неприятные эмоции. Где-то гнев, где-то страх, ну и так далее. И это тоже хорошая такая обратная связь, чтобы дать самому себе какую-то корректировку о том, что можно делать самим собой. Хорошо, друзья, жду ваших вопросов далее. У нас сегодня очень живо. Очень рад, что вы все пришли. Очень рад, что вы сегодня такие активные. Значит, все-таки стратегия проводить ламповые эфиры раз в 2 недели – это намного лучше, потому что когда мы проводили ламповые эфиры раз в неделю, это оказалось слишком часто на этом маленьком канале. Поэтому раз в 2 недели будет оптимально, и будет еще круче, что вы будете прям готовить свои вопросы заранее, будете их писать прям в комментариях к этому эфиру, если вы смотрите в записи, чтобы на следующем эфире я смог ответить на ваши вопросы в будущем. Поэтому очень-очень-очень рад тому, что сейчас у нас с вами происходит. Я решил, а вот интересно. Угу. Я вам говорю, пишите, даже если вы смотрите в записи. Я сейчас задумался, ответил ли я на вопросы, которые вы писали под прошлым. Так. Ну тут вопросов особо и не было. Так, моя совесть чиста в этом плане. Добрый вечер, дайте совет, откуда можно найти инвестора. Я не дам вам такого совета, потому что я в этом не разбираюсь. Если бы я в этом разбирался, то я, наверное, тем более вам бы не дал совета, потому что, мне кажется, это очень важный ресурс. Есть люди, которые конкретно умеют привлекать инвестиции в бизнес, в проекты и так далее. Я в этом не эксперт, ну и думаю, что если бы я даже умел это делать, то я бы такими советами не разбрасывался. Хорошо, мои дорогие зрители и зрительницы.
Давайте еще пообщаемся какое-то время. Сегодня эфир у нас прошел на ура. Кстати, друзья, мы набрали 1000 подписчиков на этом канале, на живом канале, и мы забыли это отметить. Давайте друг друга поблагодарим за то, что мы друг у друга есть, плюсиками активными в нашем чате, чтобы хоть как-то запечатлить это событие. Мы, по-моему, уже недели 3 назад перешли этот порог на этом развивающемся канале с живыми эфирами и забыли отметить эту круглую цифру. Поэтому давайте плюсиками друг друга поздравим, что мы друг у друга есть. Так, Эвелина огоньки поставила. Отлично. Хорошо, мои дорогие. Также, кроме плюсиков, можете задавать свои вопросы. Можете. Ирина, рад вас видеть. Как у вас дела? У вас уже закончилось ваше приключение с родственниками? Самое классное здесь, вот знаете что, мои дорогие? Во-первых, здесь на живом канале перешли люди в основном активные, которых я с основного канала знаю. И здесь очень много у нас есть тех людей, которые у нас прямо на курсе НЛП практик учатся. То есть я вас вот буквально знаю. Вы на практику приходите, и я и на вопросы ваши отвечаю. И для меня это тоже ресурс, для меня это тоже кайф, когда я на прямом эфире, среди комментариев вижу уже знакомые лица и знаю, с кем я разговариваю, то есть могу прям представить этого человека и знаю какую-то его предысторию, и общее понимание у меня об этом человеке есть. Это тоже дорогого стоит. Отлично. Ура. Хорошо. Давайте еще потратим какое-то время. Мы уже 1 час и 11 минут в эфире. Готов поотвечать еще на ваши вопросы. Юрий, поделитесь, пожалуйста, как вы читаете книги, чтобы извлечь из них максимальную пользу. У меня бывает такое, что прочитаю и не помню ничего. Я видела у вас видео, что у вас много закладок. Давайте расскажу про свою стратегию чтения книг. У меня есть несколько категорий книг. Есть книги, которые я просто читаю для общего развития. Это одна категория книг. Я их уже перестал покупать, потому что мне их уже просто негде хранить. То есть это такие книги, которые один раз прочитал, и в принципе этого достаточно. Есть у меня книги, которые для меня являются рабочим инструментом. У меня только по НЛП книг, наверное, больше 60 уже. Именно таких профессиональных книг. Вот есть книги профессиональные. Это всевозможные учебники, энциклопедии и так далее. Эти книги, я их не читаю от корки до корки. То есть я их читаю через содержание. То есть у меня есть что-то актуальное, что-то важное для меня, и я их прям от корки до корки не читаю. Но я внимательно изучаю содержание, я внимательно эти книги пролистываю. Если меня что-то цепляет, я сразу делаю закладку, чтобы к этому потом вернуться и не потерять. И, то есть, по большому счету, я вот беру книгу, давайте возьму, вот у меня Майкла Холла книга, самая сложная книга по НЛП. Видите, сколько в ней закладок. То есть, я эту книгу знаю как структуру, да, я знаю, что есть в этой книге, где есть в этой книге, и что я здесь могу еще найти. И я считаю, что эта книга мной прочитана, хотя я ее всю не прочитал. Я знаю, где, в какой момент времени, если мне что-то понадобится, я эту информацию могу найти именно в этой книге. Это такой момент, то есть я это называю работать с книгой. Вот это моя рабочая книга, к примеру. Таких книг у меня очень много, то есть где я делаю много закладок, знаю, знаю структуру книги и знаю, где, в каком месте в этой книге о чем написано. Это второй момент. И третий момент – это если я начинаю изучать какую-то новую книгу, вот я ее купил, я стараюсь еще найти ее аудиовариант. И я тогда на ускоренном прослушиваю в свободное время, когда куда-то еду, когда куда-то иду, когда делаю какую-то рутинную работу, просто фоном прослушиваю эту книгу, и все равно то, что мне важно и актуально, я понимаю, и у меня уже складывается картина о том, о чем эта книга, в какой части этой книги что прочитать, и тогда уже я приступаю, условно говоря, к изучению ее в печатном формате,
Ну и опять же, тем же способом. Сканирую содержание, сканирую интересующие меня главы и так далее. Но это не касается книг таких, которые я читаю для удовольствия. Есть всякие мотивационные книги, там Шварценеггера я люблю почитать. Есть книги там, ну, а-ля... Даже не помню, как эта книга. Она у меня была, но я ее отдал. Про маленькие шаги, про искусство маленьких шагов. То есть это книга, которую ты просто прочитал, от нее что-то почерпнул, ну, это просто в процессе. Это вместо того, чтобы многие люди там новости смотрят или ленту в Инстаграм листают, я их читаю просто для удовольствия, да, то есть получаю какую-то информацию, которая мне нравится, которая мне приятна. Ну, то есть вот, условно говоря, две категории. Одна для удовольствия, а вторая для работы. Вот так и читаю. Так, пусть Господь вам откроет ваши пути, пусть у вас будут хорошие денежные результаты. Очень рада, что попала к вам. Ну, я думаю, что Бог меня любит на самом деле. У меня все хорошо с результатами. Но я, знаете, Бог меня любит, но я ему очень сильно помогаю. Я очень много прилагаю усилий, чтобы были хорошие результаты. Так, Ирина написала, что тоже рада видеть. Закончилось приключение, восстанавливаюсь. Самый крутой чел по привлечению инвестиций. Кто? Не знаю таких людей. Хорошо, мои дорогие. Про книги рассказал. Вот про книги, кстати, всегда возникает вопрос на эфире. Или как читать, или что читать. И так далее. Что тоже радует, значит, аудитория, люди, зрители, читающие. Это тоже приятно. Приятно общаться с читающими людьми. Кстати, у нас, по-моему, был вопросик. У меня есть в скриншотах. Так, у меня вопрос такой. С детства я была ярко выраженным экстравертом, очень общительной, легко заводила друзей. А сейчас я интроверт. Друзья у меня есть, но мне нынешняя глубина и качество общения важнее его количества. Ты лучше будь один, чем рядом с кем попало. Это прям про меня сказано. Правильная ли эта тенденция, на ваш взгляд? Я считаю, что эта тенденция правильная, если вам так хорошо. То есть, если вам некомфортно общаться с теми, с кем вам некомфортно общаться, то не нужно себя насиловать и с ними общаться. И если вам одной комфортней, чем с другими, то это тоже окей. Может быть, у вас такой период, когда у вас кризис окружения. Что я имею в виду под словами кризис окружения? Это когда со старым окружением вам уже не интересно, потому что у вас ценности сменились, вам интересно уже что-то иное. А новое окружение еще не сформировалось, то есть вы еще не получили нужное количество интересных вам людей вокруг себя. И, может быть, вы сейчас находитесь в таком вакууме, и это тоже нормальный процесс. Когда мы развиваемся, когда мы что-то изучаем, когда мы личностно растем, то меняются наши ценности, ну и так далее. И бывает такой вакуум окружения или кризис окружения. Так, вот, был такой вопрос, я не помню, правда, где. По-моему, под одним из эфиров я сделал скриншот и вот благодаря вам вспомнил его. Скажите, пожалуйста, на вашем курсе NLP есть обратная связь, если есть вопросы по урокам? Есть платформа, на которой можно задавать вопросы? Да, Ирена, у нас есть платформа, на которой можно задавать вопросы. Давайте я вам немного расскажу про видеокурс, как он устроен. Покажу вам сейчас экран. Сейчас вы увидите экран. Смотрите, как устроен наш видеокурс. Вы попадаете на вот такую вот страничку, где у вас есть уроки по блокам. Они еще не все записаны, они в процессе, поэтому и стоимость такая льготная, со скидкой 50%. У вас есть уроки, вы их можете открывать любой урок и начинать изучение. Открыли, он начинает у вас воспроизводиться, вы начинаете его изучать. Изучили, посмотрели, поняли или не поняли. В каждом уроке есть обязательно обратная связь. В смысле, есть не обратная связь, а есть индивидуальное задание. Есть индивидуальное задание, которое вам нужно самостоятельно попробовать сделать. И также у нас есть телеграм-канал,
Вот он, наш телеграм-канал. И также у нас есть телеграм-чат. Вот. Здесь мы общаемся и все обсуждаем. Здесь у нас люди ищут, во-первых, пару себе для отработки. Во-вторых, задают вопросы. Если вы посмотрите, обычно, когда люди задают вопросы, я очень часто отвечаю в аудиоформате. То есть у вас есть возможность всегда быть на связи со мной и получить какую-то обратную связь, если вы чего-то не понимаете. То есть вот как устроен наш курс. Есть видеоуроки, есть телеграм-канал, где продублированы видеоуроки, и смотрите, как оно устроено. У нас есть, допустим, тема, ну вот, к примеру, тема урок ассоциация, диссоциация. Что вы получаете? Вы, во-первых, получаете видеоурок. Кому-то удобнее в Телеграме смотреть, кому-то удобнее на отдельной площадке. Получаете урок ассоциация, диссоциация. Дальше вы получаете презентацию, если презентация есть в этом видеоуроке. То есть вы отдельно ее можете открыть и посмотреть, что это такое. Да? Все слайды, которые были, то есть вы получаете еще отдельно в PDF-документе. Дальше у вас есть тот же самый урок в аудиоформате. То есть вы прямо в Телеграме можете взять его, воспроизвести, переслушать, прослушать. Причем, почему это удобно, здесь можно еще и на ускоренном слушать. Вот. Вот 3 формата, условно говоря. Видеоформат, аудиоформат и визуальная презентация, если она предусмотрена в уроке. И чат обсуждения, где мы обсуждаем. Вот как это устроено. Вот такая площадочка. Здесь вы все уроки можете открывать, смотреть, выбирать, какой вам нужен. И, соответственно, обучаться. Вот так это устроено. Поэтому вы заходите в курс, можете учиться уже прямо сейчас, прямо сегодня. Как только оплата ваша прошла, сразу можете начинать обучение. Вопросы мы задаем прямо в Телеграме. Почему прямо в Телеграме? Потому что это удобнее. Это удобнее намного, чем в каких-то платформах других, левых. Потому что Телеграм всегда в телефоне, и Телеграм всегда под рукой. И работает во всех странах, что самое главное. И даже работает, когда плохой интернет. Поэтому так. Как найти клиентов на коучинг НЛП? Начать работать над этим. Во-первых, нужно себя как-то хотя бы идентифицировать. Вот, например, когда заходишь в этот самый, даже сейчас, вот посмотрите в чате, как подписан я на основном канале. Написано: Юрий Пузыревский, НЛП-тренер. Даже если я в чате напишу какое-нибудь сообщение, у человека уже сложится определенное ощущение, что этот человек занимается НЛП, возможно, к нему можно по какому-то вопросу обратиться. А вот когда вы подписаны Black FF, то я не знаю, вы про что. И когда у вас на аватарке какой-то синий кружочек стоит, не видно ни лица, ничего. Вот это вот первая моя рекомендация. Если вы собираетесь заниматься, напишите свое имя, фамилию, там, коуч такой-то, или НЛП-консультант такой-то. И это уже будет вашим первым шагом привлечения клиентов. Пока никто не знает о том, что вы этим занимаетесь, вы этих клиентов никогда в жизни не получите и не приобретете. Ну, это базовые такие вопросы по маркетингу. Так, спасибо за ответы, Ирена. Надеюсь увидеть вас на нашем обучении. Дополнительно сейчас продублирую нашу ссылочку. У нас была на курсе проблема, но она была не у всех, но у некоторых просто глючит Telegram и плохо воспроизводились видеоуроки. Но мы эту проблему устранили. У нас теперь отдельная площадка, где загружены видеоуроки. То есть у вас есть теперь выбор. Вы можете и на Телеграме смотреть, а можете просто на нашем сайте в закрытом разделе смотреть, слушать видеоуроки на разной скорости, ну и так далее. И на мобильном устройстве, и на компьютере, везде все работает. Починили мы эту всю историю, поэтому милости прошу. Пока стоимость еще бюджетная. Хорошо, мои хорошие. Так. 1:24 мы в эфире. Давайте еще 5 минут, отвечу еще на ваши вопросы.
Сегодня прям огненно получилось. Сегодня и вопросы классные, и люди прекрасные, и ответы, я думаю, не менее классные. Поэтому сегодня прям очень круто. Напоминаю, что следующий такой ламповый эфир будет у нас 27 октября. Вы можете прям зайти на страницу этого эфира следующего и поставить себе напоминание, чтобы вам пришло уведомление. Сейчас покажу, как это сделать. Давайте прямо сейчас вместе. Кстати, оцените наш сегодняшний прямой эфир по шкале от 1 до 10. Насколько вам было интересно, полезно и вообще. А я вам пока покажу, как сделать так, чтобы вам пришло уведомление о следующем эфире. Смотрите. Заходите на страницу эфира. Я вам сейчас ссылку сброшу. И здесь вы видите, во-первых, фотографию, да, и здесь вы видите вот такой колокольчик прямо на самом эфире, прислать уведомление. Если вы на него нажмете, то вам придет уведомление вот уже обязательно 100%. Понимаете? Сейчас я вам сброшу ссылку, и вы тогда точно не пропустите. Тогда точно придете к нам на наш прямой эфир. По поводу следующего прямого эфира, вот вам ссылочка. В закрепленном комментарии к этому эфиру, когда он закончится, тоже ссылка на следующий эфир будет. Ирина 100, десяточка. Супер, спасибо, ребят, за обратную связь. Очень рад, что вы были со мной в этот вечер. Надеюсь, что вам было со мной тоже полезно. Искренне вас призываю задавать вопросы либо у нас в телеграм-канале к следующему прямому эфиру, либо в комментариях под этим прямым эфиром, если вы смотрите в записи, чтобы на следующем прямом эфире я смог вам на эти вопросы ответить. На мой взгляд, мы сегодня очень продуктивно провели время, повидались с теми, с кем давно не виделись. Про курс NLP практик вы знаете, ссылка у вас есть. Кто еще сомневается, можете прекратить это делать и приходить к нам учиться. Там еще интереснее. Раз в месяц у нас, по поводу еще Ирена, еще раз в месяц мы проводим Zoom встречу. То есть мы раз в месяц общаемся вживую. И какие у вас есть вопросы, у вас есть возможность на эти вопросы получить ответы прямо вот в Zoom-конференции, где мы друг друга видим, мы друг друга слышим. Мы обычно на эту встречу планируем какую-то тему из курса, ее детально разбираем. Теорию разбираем, проводим демонстрацию, вы практикуетесь, я еще даю обратную связь, если она требуется, и отвечаю на ваши вопросы. Это проходит раз в месяц и будет проходить еще, года 2-3, я думаю, это будет проходить, поэтому не упускайте такую возможность. Пока мы все темы курса не разберем именно на практике, запись такой встречи остается у нас. Даже если вы пропустили живую встречу, на живой встрече всегда реально классно присутствовать. Мы эти встречи планируем где-то за 2 недели, вы уже знаете дату. Обычно это происходит по воскресеньям в 4 часа. Прошлое у нас, кстати, была вообще огненная. У нас была тема 3 позиции восприятия, и мы проработали, чтобы не соврать, наверное, часа 3,5. Сначала была демонстрация такая классная, объемная, а потом еще ребята в парах поработали, и это было прям вообще бомбически прекрасно. Поэтому буду рад вас видеть. Хорошо. Какая техника, на ваш взгляд, эффективна при тревожности? Я думаю, что технику нужно подбирать отдельно под каждого человека. И какая ему лучше подойдет, такая будет более эффективна. Из NLP, знаете, если говорить про NLP, я бы конструировал тоже под человека какую-то технику, прям конкретно. Я бы постарался понять, какие у него есть критические субмодальности, как он вообще понимает ли тему якорей, как он может работать с диссоциацией. И на основе вот моей калибровки, на основе того, что я вижу по человеку, я бы ему помог создать под него же какой-то конкретный инструмент, который помогал бы именно ему.
Для кого-то это будут какие-то мелодии, для кого-то это будут работа через диссоциацию с самим собой. То есть вот я на своих консультациях стараюсь сделать человеку так, чтобы он без меня мог потом сделать с собой что-то, чтобы ему войти в ресурсное состояние. Вот у меня ключевая позиция по индивидуальной работе такая, не чтобы он мне каждый раз звонил, ой, у меня опять тревога, а чтобы вот он действительно получил, может быть, не за одну, может быть, за 2, за 3 сессии, такой инструмент, который он может в дальнейшем сам применять к себе. Так, ребята, приходите на курс, там так же классно, как и здесь. Нет, Эльвира, не обманывайте, не вводите людей в заблуждение, там намного круче. Там намного круче, там еще больше кайфа. Но вы правы, там классно. Так, прекрасно, обязательно запишусь на курс. Мне очень нравится, как вы просто и понятно объясняете. Буду рад видеть. Ирена, добавляйтесь. Перестаньте сомневаться, не пожалеете, у нас классная компания. Вот Ирина знает. Ирина, наверное, мы вас увидим на следующем нашем очном занятии. Буду рад видеть. Ну что, мои красавцы и красавчики, и красавицы, красавицы и красавчики. Дорогие мои, был рад с вами провести этот вечер. Следующий ламповый эфир мы точно так же, я надеюсь, дружной компанией с хорошими вопросами и с хорошими ответами проведем 27 октября. Все ссылки будут в описании к этому эфиру, в закрепленном комментарии. Жду ваших вопросов на следующий эфир. Буду рад вас видеть на нашем курсе NLP практик онлайн. И берегите себя, крепкого вам здоровья, и пусть все у вас будет хорошо. С вами был Юрий Пузыревский. До скорых встреч и пока-пока.